Видео о яхте как о доме вызвало очень много дискуссий, вопросов и фидбэков. Развернулась дискуссия по поводу размера яхты. О том, какая она должна быть. Однокорпусная, катамаран или тримаран даже. Я решил записать еще одно видео, друзья мои, чтобы вклиниться в дискуссию и ответить на эти вопросы. С вами Саша Горан, вы на канале Интерпарус, мы в Ля-Рошеле и поехали! Самая большая дискуссия развернулась вокруг размера яхты. То есть были утверждения, жить надо на яхте 46 футов. Или 50 футов, минимум, который нужен для жизни. За 17 лет нашей работы, ребята, я наслушался очень много утверждений, и они являются чисто субъективные. Давайте сразу определимся, для кого это видео. Если вы не ограничены бюджетом, вы можете и жить на катамаране, и 80, и 100 футов. Для вас тогда и видео особо это не нужно. Вам нужно закрывать другие потребности в поиске команды, в поиске шкипера, повара и так далее. Нужно, опять же, себе ответить на несколько вопросов. Номер один – это бюджет, который вы готовы выделить. Бюджет на содержание яхты. Вы должны понимать, какой у вас опыт, то есть насколько вы справитесь с большой яхтой. Вы должны понимать, что есть определенный порог, скажем, после 50 футов, когда вам просто нужна будет команда, то есть насколько вы готовы ее содержать, искать, морочиться с этой командой, терпеть ее на борту. А во-вторых, вы должны понимать, сколько вас человек, какой размер вашего экипажа. Рассуждение о том, что у меня столько детей, и они будут приезжать, но по опыту могу сказать, что эти рассуждения надо отложить в сторону, потому что с какого-то момента детям становится не совсем интересно с родителями. Только, скажем, определенный набор детей будет приезжать к вам на яхту отдыхать, и то не всегда. Иногда кое-что зависит от роста самого яхтсмена. Я могу привести случай, когда мой клиент, он не ограничен был деньгами абсолютно. И здесь по Ля-Рошелю мы ходили, именно по этому понтону, где мы сдаем яхты, и подбирали ему яхту. То есть шел второй день. Кстати, это очень даже немного. В отличие от выставок, здесь можно спокойненько пройтись, неограниченное количество времени оставаться на яхте, посмотреть, сразу сходить на одну, на вторую, на одну. То есть несколько раз заходить. То есть мы достаточно плодотворно с ним поработали. Да, ему нравились побольше яхты. 51-й катамаран, 59-й. Но от команды он сразу отказался. Его опыта хватало на 45-й, 47-й катамаран. В принципе, он сказал, да, ты прав, наверное, мне и 45-го хватит. Но когда мы уже начали его примерять, у него очень высокий рост. Мы сделали выбор в сторону 47-й модели, только исходя из того, что он в каютах везде помещался со своим ростом. То есть ему было более комфортно, он готов был на увеличение этого размера, на увеличение этой цены. И кроме того, если вы посмотрите видео об этой лодке, мы ему поднимали даже бимини-тент над рулевым постом. То есть мы приподняли его, чтобы он, спокойненько и уверенно делал обсервацию. В-третьих, друзья мои, программа плавания. 95% яхтсменов, особенно, скажем, уже, после 45, скажем так, чаще всего находятся в Средиземье. Максимум они выходят на Канары, на Тенерифе и возвращаются обратно. То есть они не ходят в кругосветке. Я понимаю, что мы все мечтаем о кругосветке. Я, наверное, где-то уже перегорел кругосветку. Почему? Потому что на Средиземке столько много интересных мест, что, по сути, хочется все это посмотреть. Поэтому исходите из этого и всегда задавайте себе вопрос, а зачем в этом случае мне нужна будет более длинная яхта? Да, более длинная яхта чуть быстрее идет, дает больше размер вам, но обратная сторона медали, ребята, в том, что длинная яхта – это расходы, это больше сервис, дороже стоянка, и даже если это вас не пугает, тяжелее
найти место в марине, потому что после яхтенного бума сейчас марины достаточно перегруженные. Много было утверждений, и вот 46-я нужна или 50-я нужна. Но я пообщался с двумя представителями таких утверждений, и у одного яхта есть, но, скажем, весьма-весьма почтенного возраста, родом из 90-х. А второй мой подписчик пока только мечтает о покупке яхты. И опять же, вот лучше я возьму большую, но БУ. Вы уже слышали у меня о том, что БУ яхта все равно потребует инвестиций больше. Вот, и большая яхта требует более дорогих ремонтных работ, потому что размер парусов больше, и вы заказываете новые паруса, больше корпус, больше проводов, веревок и так далее, и так далее. То есть там расходы на ее приведение в чувство, резко подрастают. Поэтому, опять же, задумайтесь, ради чего? Ради длины. И, друзья мои, самое главное, самое важное. Вот возьмем, допустим, старую 45-футовую Бенету, да, там 43-45 футов, и наложим ее на 41-й Дюфор. Посмотрите, у нас объем тот же. То есть более современные лодки дают больший объем, чем, скажем, старые. Они более узкие, они имеют более классическую компоновку, которая пришла к нам еще из начала 20 века. То есть она не менялась, скажем, до начала 2000-х годов. Только в последние, скажем, 5-7 лет производители начали экспериментировать. И то, учитывайте, что большие производители, такие большие бренды, под видом новых моделей представляют старые. Как я вам говорил, у меня была 31-я Бенето Океанис. И когда я увидел новую 30-ку, я захожу и вижу, опаньки, это моя лодка, которой лет в обед уже. Вы это дело тоже учитывайте и не гонитесь за длиной. Либо, во всяком случае, скажите себе, зачем мне это нужно. А вообще, вы можете обратить внимание, за моей спиной сейчас выходят лодки, на которых люди тоже иногда живут. И у них размер 25 футов, 27. Да? Вот это ж Аршамбо, а вот Джейка. Вот. И народ также, собственно говоря, умудряется жить на этих лодках. Но на этом давайте вопрос по длине лодок мы закроем и перейдем к следующему вопросу. Однокорпусная яхта или катамаран? Ответ будет достаточно простой. Вы должны понимать, что катамаран – это другой бюджет. То есть, если 40-футовая лодка новая, у нас там в районе 250-270 до 350, верхнего предела не существует, то катамаран, это 450, 500 и выше. Вы должны понимать, что катамаран в первую очередь открывает свои возможности только после 40 футов. Уже от 40 футов это уже катамаран, который дом. Однозначно катамаран для жизни лучше. Вообще тут даже спору нету. Но бюджет будет в 1,5-2 раза больше по обслуживанию и его содержанию. И опять же вопрос со стоянкой. То есть надо признать, что проблематика найти место для катамарана в маринах Средиземья, Канар и так далее, и так далее. Вы спрашиваете, а какую бы лодку выбрал себе я или выбрал себе? У меня были до этого однокорпусники, и я великолепно на них жил. У меня была первая лодка Дюфор 365, это 36 футов. Она закрывала все варианты, да. Важно то, что она была двухкаютная с огромным классным рундуком, просто шикарным рундуком, с большим санузлом. И для семьи из 4 человек с 2 маленькими детьми, да, она, собственно говоря, закрывала все вопросы, абсолютно все вопросы. После этого у нас был здесь 31-й Бенето Океанис, опять же, для двоих с маленьким ребенком одним, вполне, потому что далеко мы здесь не ходили, я везде стоял в полный рост, и вполне я наслаждался жизнью. После этого я хотел купить 36-й Дюфор, сейчас новый, но подвернулся вариант, мы купили катамаран.
40-футовый. До этого мы торговались за бэушный катамаран Майя 36 от Фонтен Пажо. Классный катамаранчик, блин, рекомендую вам. Я на нем очень много отходил в чартер, когда возил людей по Турции, когда обучал людей. Просто супер катамаранчик, мне он нравился. Больше 40 футов катамаран для себя я не вижу, как для жизни. Вы, да, видели наш катамаран, это Гарна, да, посмотрите видео. 2 видео мы записали, еще 3 подготовим. Мое личное, субъективное мнение, что мне 40-футового катамарана предостаточно. И сейчас как бы такая тенденция уже идет, что люди берут небольшую лодку, но достаточно хорошо ее оснащают. Наверное, половина наших клиентов сейчас, они рассматривают яхту именно для жизни, для такого длительного времяпрепровождения. Ну, то есть эти люди, я их считаю мудрыми, то есть если они заработали деньги, да, и ведут бизнес, честный бизнес, то тоже стоит присматриваться к их мнению. И в последнее время это как раз тренд. Лучше лодка поменьше, но более укомплектованная по требованиям жизни. Не просто, чтобы там 50 солнечных панелей, 5 картплоттеров. Нет, лодка именно укомплектованная под свои потребности, под свою жизнь, чтобы не тратиться на сервис и чтобы самому можно было там заходить в марину, чтобы маленьким экипажем, даже одним человеком можно было бы ею управлять. И следующий вопрос: катамаран или тримаран? Мы должны опять же определиться, что такое тримаран. В большинстве случаев, тримараны — это однокорпусник с боковыми поплавками. Если мы возьмем Dragonfly из Дании, по сути это однокорпусник со складными поплавками, со складными крыльями. И если вы посмотрите, жизнь в нем, наверное, совсем как бы такая грустненькая, потому что нету высоты, места там еще меньше, чем даже в однокорпуснике. Носовую каюту ты должен проходить через туалет, то есть вот прошел через туалет, через 2 дверки. Его плюсы — это скорость. Почему появился именно в Дании, да? Вот я там ходил по Балтийскому морю, оно как Азовское море, очень-очень мелкое. У тримаранов очень маленькая осадка, и там можно вот свое удовольствие погонять, скажем так. Его используют как уикендер в первую очередь. Второй бренд, даже это, наверное, единственный такой настоящий круизный катамаран, это Нил. Я работаю с этой верфью. У Нила есть одно важное преимущество, главное в том, что там одна каюта хозяйская находится на уровне с салоном. Классная штука, но, друзья мои, по общему объему он очень сильно уступает любому катамарану. Это раз. Во-вторых, учтите, один двигатель. Когда вот Нилы здесь швартуются, я знаю, что все вот носы у крайних поплавков, они там все как бы потертые, покоцанные, потому что пришвартовать такую игруху стоит много и много нервов. Мы с вами проводим красную линию в нашем повествовании о том, что бесстрессовость – главная вообще задача дома на воде. Поэтому по жилому объему Нил очень сильно уступает классическому катамарану. Да, он может идти остро к ветру, но, ребят, круизеры очень редко ходят остро к ветру. Если вы мне не верите, откройте Джимми Корнелла, почитайте других серьезных кругосветчиков, круизеров, и вы услышите одно, что против ветра ходить не нужно, да, именно поэтому последние модели Дюфора, они заточены как раз под галфинг, идти в полветра, либо в полный ветер. К вопросу о размерах. Вот такой катамаран купила семья, опять же, для жизни на воде. Мы его очень глубоко тюнингуем, да, дорабатываем. Ребята, вы должны понимать, что выбор опций, выбор интерьера, выбор материалов занял времени меньше, чем подбор экипажа. То есть для такой лодки нужен шкипер хороший, профессиональный, импортный. Стюардесса декхенд, да, декстю, так называемая, и повар. То есть это вот минимальный набор. Опять же, повар яхтенный, который тоже помогает на швартовках. Опять же, учитывайте это. То есть если даже вы
обладаете бюджетом, то нужно понимать, что вот это будет очень серьезная задача, потому что если не тот цвет дивана, ну, его можно заменить. Шкиперов поваров менять гораздо тяжелее, качественных шкиперов выпускают все меньше, а яхт все больше. Кстати, да, обратите на это внимание, ребята, которые еще не выбрали свой жизненный путь, посмотрите наше видео о том, как стать шкипером, как можно заработать, потому что на таком катамаране шкипер зарабатывает там, от 6 до 8 тысяч евро в месяц при годовом контракте. Отдельным вопросом вы спрашивали, сколько будет стоить стоянка и сервис катамарана. Цены на стоянку очень сильно разнятся, но вот если мы берем такой 40-футовый катамаран, цена стоянки может прыгать от 8-10 тысяч евро до 18-20. Ну, ясно, в Порто-Черво может быть вообще космос, но мы берем марины там ниже среднего, средние и выше среднего. Отсекаем топовые и отсекаем самые мусорные. Вы спрашиваете, а где дешевле стоять? В каждой стране все зависит от марины. То есть в той же Испании есть цены дешевле, чем в Греции и в Турции, а в Черногории цены есть дороже даже, чем на Лазурке. То есть здесь мы помогаем вам найти марину и через свои профессиональные связи стараемся выдавить максимальную скидку. Сервис такого катамарана, если разбить на год, потому что некоторый сервис делается раз в 2 года, будет стоить двигатели порядка 1000-1200 евро. Это если вы не сами делаете, если к вам приходит спецназ, да, и делает полностью сервис. В некоторых маринах даже 700-800 евро может быть на 2 двигателя. Покрытие необрастайкой от 2 до 2500 с подъемом, с работой, с краской. Вот как бы такие уровни цен. В среднем страховка полная каска от 0,5 до 0,6% от стоимости заявленной. Это при условии регионов плавания от Канар, то есть Европейская Атлантика и Средиземка. Вот таких денег будет требовать ваша девочка. Парни, учтите. Отдельным пунктом проходит вопрос ревности, потому что когда вы тратите деньги на свою девочку, то ваша вторая половина вполне таки может приревновать. Поэтому старайтесь как-то в семью лодочку ввести более плавно, чтобы она удостоилась вашей всеобщей любви. Меня часто спрашивают, а вот как и когда начинать выбор лодки? Ну, я могу вам сказать следующее, что сейчас, наверное, больше половины новых покупателей яхты, они по сути с дивана, либо там после 1-2 чартеров. И никто из них как бы не отказался от этого. У нас, допустим, если вы покупаете новую лодку, вы получаете обучение бесплатно. У нас сейчас есть клиент с 37-м дюфором. Да, вот он купил лодку, не умея управлять, прошел обучение и в принципе, он уже достаточно уверенно справляется с вот таким размером лодки. Но вполне возможно, вы можете пройти обучение в хорошей школе, качественной, ну, такая как наша, допустим. У нас школа не качественная, у нас школа топ. Очень многие вопросы закроются, и вы будете уже осознавать, какую бы лодку вы хотели. И очень часто после обучения в нашей школе люди, которые думают о покупке яхты, как раз уменьшают свои аппетиты, размеры, потому что они начинают понимать, что в принципе лучше меньше, да лучше. И, ребятки, следующий вопрос. Есть ли жизнь на моторных яхтах? Вы знаете, что моторные яхты, они очень разнообразные. То есть, если это вот такая глиссирующая, такой кроссовок глиссирующий, баблопожиратель, скажем так, да, то, во-первых, вы должны понимать, что там очень мало места, там только одна большая красивая кровать. Во-вторых, он не мореходный, да, то есть вот быстрые вот эти яхты глиссирующие, они предназначены по глади воды пройтись вот так, пролететь, чтобы ваша девушка сказала: «А, Ваня, я ваша навеки», и все. То есть небольшая волна эту лодку начинает колбасить, очень сильно качать.
и вся жизнь заканчивается, едва начавшись. То есть это, по сути, катера, которые предназначены для выхода в бухту и возвращения обратно в марину. А если мы хотим чего-то более жилого, ну, надо рассматривать яхты либо траулерного типа, да, вот такой Swift-траулер от Beneteau, он уже более жилой, в нем уже нормально идет фордек, нормальный салон, это 48-й, вот сзади меня 35-й стоит. Опять же учтите, там Swift-траулер это все-таки яхта траулерного типа. Ну, это как ром Капитан Морган, то есть это не ром, а напиток ромовый, да? Ну или как маргарин. То есть жир есть, можно намазать, но по сути это полуводоизмещающая яхта, полуглиссирующая или полуводоизмещающая. То есть на ней достаточно пространства, чтобы жить и радоваться жизни, но надо учитывать расход топлива, ее автономность, которая достаточно меньше, чем у парусной яхты, и то, что ее, ну, будет покачивать меньше, чем глиссирующую, меньше, чем вот, скажем, какую-то принцессу, да, но между тем, да, будет покачивать. И если вы все-таки сторонник моторных яхт, я не являюсь адептом, заметьте, паруса, то есть моторные яхты должны присутствовать в маринах. Вы должны понимать, либо это настоящий траулер, взрослый траулер с хорошей осадкой, большой, маленьких не бывает траулеров, либо это должен быть катамаран. Вот, например, как такой. Если, друзья мои, вы не хотите возюкаться с парусами, то моторный катамаран, я считаю, это самое то для жизни, для использования как дом. Чем он хорош? Потребление топлива, да, то есть у него большая автономность, у него расход топлива, ну, действительно очень низкий, очень маленький. У нас есть, кстати, видео, где мой клиент именно вот на таком катамаране проживает долго и счастливо. И он собирался на нем проводить пару месяцев в году, и все закончилось тем, что практически целый год, вот он 9-10 месяцев проводит вот на таком катамаранчике. На моторном катамаране у нас полноценный флайбридж присутствует, такой верхний этаж. Им реально можно пользоваться за счет того, что катамаран более устойчивый. У этих катамаранов стоит система Volvo IPS, то есть вот джойстик стоит, да, и вы этим джойстиком, как в компьютерной игре, можете управлять катамараном. То есть вы такой катамаран пришвартуете, ну, в легкую. Намного легче такие катамараны швартуются, чем, скажем, просто вот обычные моторные глиссирующие яхты за счет своих двух корпусов. И самое важное, что катамаран не качает, вот, и вы можете более, скажем, вести расслабленную жизнь. Вы получаете огромное пространство, стабильность, которую вам не обеспечат никакие сикиперы. То есть у вас стабильность 24 часа в сутки. Минусы, опять же, расход все-таки топлива присутствует, это раз. И, во-вторых, ребята, моторные катамараны дороже, чем парусные катамараны. И расход на них тоже идет дороже. Кроме топлива, мощные двигатели требуют более дорогого обслуживания. Необрастайка тоже более дорогая для скоростных катеров. По скорости примерно они одинаковые. Может, чуть-чуть быстрее, чем парусный катамаран будет передвигаться вот такой катамаран. Вот. Но по скорости я вам скажу отдельно. Но вот моторная глиссирующая лодка при небольшой волне, она идет медленнее, чем парусная. Кстати, друзья мои, вы знаете, что Фонтен Пажо переименовал свой бренд катамаранов, и вот последние уже идут вот так, Фонтен Пажо МВ6. Будет новое название бренда, будет ребрендинг, вот, и я вам обязательно это все покажу. Что ж, друзья, вот такие ответы на вопросы, вот такие мои мысли по поводу использования яхты для жизни. Пишите свои комментарии, и мы подготовим еще одно видео, потому что тема неисчерпаемая. Не забудьте, что главное в яхтинге – это ваш опыт и ваши навыки, которые мы можем дать вам в нашей парусной школе здесь, в Ля-Рошеле.
вас качественно и так добротно обучить, чтобы вы получали только удовольствие от парусного яхтинга, от моторного яхтинга. Поэтому обращайтесь, с удовольствием мы вас обучим в нашей парусной школе. А с вами был Саша Горан и вся команда Интерпарус. И до зустрічі в морях!